Знаешь, что прикольно? В Америке столько ебанутых людей, я себя комфортно чувствую. Вообще нет никаких у меня вопросов. Смотри, я занят делом, ба. Вот я рабочий, вот я полицейский, вот я стриптизер. Смотри, бабуль, сколько у меня тут работы. Наконец-то перехожу в новый этап своей карьеры. Я понял, раз я в Голливуде, я должен, у хорошего актера должна быть портфолио свое. Так, просто чтобы ты чувствовал себя комфортно. У тебя будет право отозвать все фотографии, которые мы сейчас сняли до последнего. Наложите вето хотя бы на один из образов. Да ладно, хуярим. Сегодня к нам в студию зашел блестящий стендап-комик, видеоблогер, ведущий Данила Поперечный. А вышел тоже он же, но с актерским портфолио на все случаи жизни в руках. Хедшоты здорового человека – это 2-3 портрета, отражающие рабочий диапазон актера. Хедшоты курильщика – смотрите в этом выпуске Shot of Mayo. Мы должны что делать? Я должен, как плохой актер, показывать вот эти вот эмоции, да? У нас такой... Да, ты на последний ряд как бы играешь. Да. То есть ты театральный такой человечек. Ты при этом как бы главный герой, самый таинственный, ты протагонист. Ты Майкл Скотт, который пошел кормить уток на пруд. Ты расследуешь убийство. Ты совершил убийство, но никто не знает об этом. Ты разгадал тайну космоса, твой отец в космосе, это fucking Интерстеллар. Ты... Открыл дверь и увидел мертвой свою мать. Как минимум у тебя будут портреты на все случаи жизни в черной водолазке. Да. Как это, Зулендер, знаешь, типа такой. Да-да-да, вот, да-да-да. Давай, твой взгляд. Как он назывался, господи? Магнум. Забавная хуйня. Ща, сахарюсь. О, боже. Отлично. Смотри, ты реально Зуландер. Ну, в смысле, Господи, что... обожаю такой ебень. Да. Вот, эти тоже классные. И с тенями. И... Бля, ну это... Да, мне нравится, что оно, короче, одинаково и полная хуйня, и видно, что мы угораем, Да. но и одновременно это может Красиво, быть, типа. это может быть Да. на серьезке сделано кем-то, знаешь, кто Да. к себе чуть более серьезно относится. Пестик. Несколько месяцев всего человек переехал в ЛА, посмотрите на него. Все, ассимилировался. Да. А сделай вид, что ты его вытащил только что откуда-то из-за пазухи. Класс. О, я что-то услышал за углом, типа. Вообще, кстати, это смешно, если ты во всех этих образах Просто так же слегка мягко улыбаешься. Нет никакого диапазона даже пересольного, что просто все это... Да. Это очень смешно. Какая залупа. О, Господи, это очень смешно. Что стоит? Ты знаешь, как ты выглядишь таким лицом, когда ты учишься в первом классе и приходят чуваки снимать тебя на общую эту, и тебя одевают в принца Улыбайся. или в копа, да, и ты выглядишь точно так же, да. Все эти вещи отдельно от тебя живут, как бы. Актер фильмов С, который реально такой, я вот и вот так могу, и я вот плохой копа могу сыграть. Вот так. Вот так смотри, мне кажется, классно. То есть, когда Бля, ты очень как тупо. статичный, да, это тупо, когда ты статичный, и у тебя этот пистолет. Эти тоже смешные, но этот выглядит, как будто ты... Как будто Как будто реально я как бы... серьезно стараюсь, да, типа. да. Просто у меня вот это. Можно реально это выкатить, сказать, я наконец-то перехожу в новый этап своей карьеры, я понял, раз я в Голливуде, хорошего актера должна быть портфолио свое, Да. должно быть. На самом деле ты никогда не знаешь. Может, ты как бы заходишь за кофе, и ты не знаешь, как мала будет цена того, что тебе дадут роль. Но всегда тебе Носить их нужны- с собой, да, Да, просто да, вот такую папку, типа, да, Да, реально. согласен. Потом продюсер какой-нибудь настоящий попросит, увидит, скажет, я такой, нет, это угар, я на самом деле круто могу. И меня берут на роль, и я не могу круто. И это вот то, как на самом деле. Челка под челкой, как тебе такое? Если бы снимали это в России когда-то, это был бы образ, который назывался бы большими буквами метросексуал. Я, кстати, недавно вспоминал про то, что метросексуал куда-то делись, типа, как понятие. Либо мачизм, либо гей.
а метросексуалы куда-то исчезли. Помню, был период, когда метросексуалами называли мужиков просто, которые голову моют. А у тебя были какие-то варианты, кстати, с профессией? То есть, если ты условно был не комиком? Вообще думал, что я, возможно, врачом стану. Мне казалось это самым прямым путем от меня в этой жизни, помогающим кому-то. Потом думал, что буду мультипликатором. Потом понял, что не вывожу, это очень тяжело и перфекционизм сильный. Потом понял, что, желание быть мультипликатором, оно произрастает из желания создавать сюжеты. Вот. И я подумал, что я могу их по-другому создавать, и я вот стал видеомейкером. Теперь я работаю в DoorDash. Слушай, как будто на шее не хватает вот чего-то. Юль, что я тебе сделал? Вот давай сразу на берегу поймем. Смешно, если хиппи, типа, неправильный знак показывает, типа. Пошли, я тебя сфоткаю. Да, давай. Пока я стесняюсь. Так, ща. Делай то же самое лицо, только глазами на меня. Да. Ты как эта колдунья из леса, получаешься. Почему так красиво? Так, просто чтобы ты чувствовал себя комфортно. У тебя будет право отозвать все фотографии, которые мы сейчас сняли до последнего. Положите вето хотя бы Да. на один из образов. Да. Да ладно. Боже. А почему все время не снимаем такое? А какие у тебя были волосы, когда ты был маленький? Блондин я был, а потом стал рыжим. А во сколько лет ты стал рыжим? Когда борода выросла. Реально? Да, мне- ладно, тогда это правда ощущается как облом. При этом то, что меня Ильич начал, мы уже с ним подружились, у меня начали расти усы и борода, и меня Ильич начал стебать, что я рыжий, и в какой-то момент я такой, я же не рыжий, он такой, да? Он вот так вот выдергивает мне волосы с бороды и вот так на свет поднимает, а он красный. И я в первый раз в жизни тогда осознал, что, кажется, я, сменил лагерь. Окей, это в сознательном возрасте случилось. А у тебя есть какое-нибудь воспоминание, которое, очевидно, первое воспоминание, которое ты помнишь о себе? Первые самые все воспоминания — это, вспышки всяких травмоопасных вещей. Я уже умел ходить, это была осень какая-то поздняя. Мы на даче возвращаемся с речки, и мы проходим вдоль берега, и там, такой небольшой, обрыв. И я помню свой ход мысли тогда. Я такой, я сейчас разбегусь, к обрыву, мама подумает, что я буду прыгать, но я в самом конце вот так остановлюсь и скажу, испугалась, а я не буду прыгать. Я, разбегаюсь, просто бегу. Вот так разворачиваюсь перед самым краем, этого обрывчика и понимаю, что я не рассчитал инерционные силы физические. И меня так заливает вода, и я просто вижу огромные ноги такие, которые в воду впрыгивают. Вот так рука меня достает, за грудки. И просто белые губы матери, которая такая, блядь, ты че? И все, и у меня кат, я дальше не помню. Идеально. Был период в моей жизни, когда я узнал про контролируемые сновидения. Это было в университете. Но у меня вылезла проблема с этим. Из-за того, что ты всю ночь, у тебя процессор работает на полную, не происходит вот этого вот обновления, очищения башки, и ты просыпаешься уставший. И я, перестал, потому что это прям сильно начало. Но это первое время вообще пиздец. Ты такой, я научился всему. Я король мира, Да. реально. У меня получается контролировать сны, но у меня ощущение, что это идет в связке с сонным параличом. У меня в жизни никогда не было сонного паралича до тех пор, пока мне не рассказали, что такое бывает. Блин. И я говорю, у тебя когда-нибудь был сонный паралич? Я говорю, нет, а что это? Мне рассказали, и мой мозг такой, ой, я понял, что тебе надо сделать. Вот это ты лежишь, открываешь глаза, тут лежит, твоя женщина, и ты такой, что за хуйня? И из коридора к тебе вот такая хуета идет, блядь, темная. Еще с такими движениями, блядь, неприятными. Жесть. Как контемпорари, когда танцуют в шоу-танце. Они там иногда вот такие какие-то штуки делают, вот это она почему-то беспокоит, знаешь. Кстати, мне кажется, если такое подумать, когда ты видишь эту штуку, становится менее страшно. Да, да. Как всегда, когда ты какую-нибудь смешную находишь аналогию, ты думаешь, окей, жить можно. Это надо еще, я как будто вытирал. Окей.
Типа, устал. А замахнись, как будто сейчас жену свою ударишь. Тебе кажется, что люди меняются? Да, стопудово. Потому что я знаю, что я изменился сильно. Но знаешь, как говорят, между триггером и реакцией есть пространство выбора. Мне всегда казалось, что если я наступил на гвоздь, я сразу кричу. Как бы нет никакого зазора в этом. Но чем старше я становлюсь, тем больше я замечаю, что там есть момент, в который я могу себя остановить. Я знаю, что сейчас это будет, остановись, это не нужно, это вообще не имеет смысла. И тебя это на самом деле триггерит, поэтому. Я в какой-то момент для себя открыл момент того, что, оказывается, у меня есть подсознание, которое я не слышу. То есть это довольно базовая, понятная для многих людей мысль, но мне всегда казалось, что все мысли в моей голове, я их слышу. И типа там ничего кроме этого нет. И для меня стало огромным сюрпризом, когда я допер, что реально есть огромное количество вещей, которые мной движет, которые скрыты даже от самого меня, в которых надо типа копаться и отыскивать, потому что часть из них заводит меня в неправильные вообще ситуации, в которых я не должен был бы оказываться. Я думал, что я хороший человек, оказалось, это просто синдром спасателя. У меня в отношениях так было. Я мог встретить девушку, которая говорит: блядь, у меня вот этот пиздец. И первый раз в жизни ее вижу, и я такой: я тебя должен спасти. Многие люди реально не знают про какие-то вещи, которые им доступны, включая вот такую, условно, вещь, там, быть с кем-то, кто тебе реально дорог и нравится, а не кто-то, кто случайно оказался, когда ты там, не знаю, в ту сторону посмотрел. Мы вот с ребятами обсуждали это в шоу в Safe Space, что очень сложно распознать, у тебя любовь или созависимость. Потому что очень похожие признаки, знаешь, типа, что ты не можешь без человека, ты в нем растворяешься, типа, все такое. Теряешь себя, ты мыслишь только не как отдельный человек, который, знаешь, в тандеме, а как, что вы вдвоем это один человек. Но это не сразу же начинается тоже. Конечно, а там вначале все влюбленность маскирует. Даже не так ты любишь человека, но просто это не та любовь, которая должна быть фундаментом для семьи и партнерства. Это же тоже любовь, просто она немножко другая. Господи, как мне жутко от себя. Ты еще не разочаровался в этой идее? Ну, мне сложновато, но я сделаю. Спасибо. Я у зеркала могу на расстоянии только быть, я не могу близко подходить. Ладно, попробую. Это же я. Как я могу сам себя пугать, правильно? А, нет, могу. Ой, блядь. Сдвинься чуть левее. Ага, вот, класс, ты. Да. Диапазон, который ты сегодня показываешь, умопомрачительный. Фотография в анкету на новую работу. Я стрессоустойчивый. Бабушки пришли. Смотри, я занят делом, ба. Вот я рабочий. Да. Вот я полицейский, вот я стриптизер. Смотри, бабуль, сколько у меня тут работы. Мне кажется, это просто уморительно. А можешь рассмеяться, как будто тебе тоже уморительно? О, Господи. Я рад, что я не вы. Я хоть себя не вижу сейчас. Ага, можешь, Дима, помочь? Так, я вот это чуть передвину. Ну, я это говорила, я передвину, конечно, я даже сдвинуть не смогла. Но Дима сделал тут. Сейчас. Давай я сделаю. Давай. Просто чуть-чуть вперед. Вперед? Ага. Вот так, чтобы он... Класс. Да? Все, класс. Давай. Самое странное, что я настолько не похож на себя. Меня выносит это. Что ты выглядишь как другой какой-то мужик. Нет? Ну да. Ну это клоунский грим что-то делает плохое с людьми. Мне не нравится. Может быть. Я готов пойти поесть в этом пиццу, но не в костюме, но в гриме. Вот так. Знаешь, что прикольно? Что в Америке столько ебанутых людей на улицах, что всем похуй. Я себя так комфортно чувствую. И вообще нет никаких у меня вопросов. Реально. Ни к себе, ни к окружающим. Они даже взгляд не особо задерживают. Да, такие, знаешь, то есть, ну да. Минимальный типа критерий. Такие, он одет. Так, я у тебя спросила, во сколько ты встаешь. Рекэп. Даня встает в 10:30 утра. Он гуляет с собакой. Потом он работает. Ближе часам к 3 он как-то устает и идет играть в Fortnite.
там Ты зависит. так решила? Просыпаюсь в 10:30. И потом 30 минут пытаюсь минимум засинхронизироваться, типа, знаешь, вот это, посмотреть телефон, прийти в себя. То есть фактически я просто, поднимаюсь в 11:30, что-нибудь такое. Хочется раньше вставать, потому что ты больше успеваешь, но с утра не хочется. А как ты представляешь ад? Или рай? У тебя есть какой-то? Рай я представляю так. Там все мои родственники, и мне неловко. Я ничего там не могу поделать нормально, потому что вся родня рядом. Что бы классного ты ни делал, есть спектр классных вещей, которые с родней не хочется делать. Особенно со всей родней. А ад я представляю так. Я в костюме клоуна всегда. И все в зеркалах. Прости. То есть ты максимально приблизился к аду за всю свою жизнь сегодня, чувак. Я сделал над собой определенные усилия. Блин, прости. А не извиняйся, это мой выбор. Блин. Не, я иронично отношусь к своему этому страху. Я его чувствую, но я понимаю, что это ебала. Но оно это иррациональное. Но я борюсь вот с ним. Я Так. хочу после смерти попасть в мем. Реально? Мне кажется, ты уже попал в мем. Есть ли смысл умирать теперь? Короче, напишите в комментариях подпись под этой фотографией, какая сюда бы лучше всего подошла. Спасибо, что позвала меня пофоткаться. Спасибо, что пришел пофоткаться. Это правда, блин, очень ценно. Вот. Это синдром спасателя. Прости. Не знаю, от чего тебя спасать. От отсутствия лайков на этом видео. Но это должны сделать вы, дорогие зрители. Спасибо. Ставьте лайк, если вам понравился этот видос, и подписывайтесь на ее канал.